Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Лето летит со скоростью света. И я, если честно, еле успеваю за этим летом. Постоянно что-то заготавливаю, что-то делаю, стараюсь жить полноценную жизнь, насколько это возможно летом. И стараюсь все, конечно же, успеть, поэтому очень редко получается монтировать такие большие видеоролики. Но коротенькими роликами я очень часто делюсь в своем телеграм-канале. Рекомендую вам на него подписаться, там вы не потеряете связь со мной, это точно. Ну а здесь я поделюсь некоторыми моментами из моей летней жизни. Вот, например, здесь я заготавливаю иван-чай. Я нашла уникальный способ заготовки иван-чая. Вот здесь, например, я выжимаю из него сок на деревянном круге, потом ферментирую его в стеклянной банке и затем сушу его в естественной среде, в прохладном темном помещении. Чай получается очень вкусный, с карамельно-цветочным таким запахом. И к тому же при такой заготовке в нем сохраняется максимум полезных витаминов. Рецептом заготовки такого иван-чая я с вами поделюсь в своем телеграм-канале, поэтому обязательно проходите, подписывайтесь. Там для вас лежит гайд бесплатный по заготовке иван-чая вот такого вот. А если вы не найдете там вот этот гайд по заготовке иван-чая по особенному рецепту, то обязательно напишите в чате моего телеграм-канала, спросите у меня, и я вам дам ссылку на этот гайд. Этот чай очень сильно отличается и по цвету, и по вкусу, и по запаху от того магазина, который мы привыкли покупать. Друзья, пошла в поле, вот пособирать еще ягод вышла. А тут, смотрите, растет молоденькая дикая вишня. И она уже созрела. Короче, смотрите, уже некоторые ягодки зрелые. Хочу сейчас сорвать, попробовать. Вот, хотя бы вот эту. Какова она вообще на вкус? Такая вишенка дикая. Кисловато, конечно, но в целом неплохо, я вам скажу. У меня возле дома тоже вишня растет такая. Ну, бывшая садовая, видимо. Но она еще не созрела. А вот здесь уже созревать начала. Чуть попозже, конечно, вишня на моем участке созрела, и я ее тоже собрала. Ее оказалось совсем немного, но тем не менее я была рада тому, что она у меня есть. Потому что в прошлом году и в позапрошлом году я вишни не видела совсем. А этот год оказался, немножко урожайным, конечно, на вишню. Друзья, не могу не показать это небо. Посмотрите. Только посмотрите, какое волшебство. И камера, покажи. Небо такое, я не знаю, как вам объяснить. На камеру, конечно, не все видно. Мне бы хотелось показать, насколько это красиво. Такие цвета вокруг. И очень сильно пахнет липой. Вы не представляете, липовым цветом. После дождя воздух насыщен озоном. Пахнет липовым цветом. И, боже, какая красота. Еще немножко дымком, потому что я затопила баню сегодня снова. У меня сломался водонагреватель, сгорел тен. Вот, и я заказала новый тен, но жду, когда он приедет с Озона, чтобы мастер мог мне его поставить, поэтому я пока моюсь в бане. Вот. Боже, не передает, конечно, камера цвета, жалко. Какой-то розовато-голубоватый такой цвет, я не знаю, как вам описать. Боже, какая красота.
Я все время выхожу и любуюсь на это. Облачка такие интересные. Очень красиво. А вот еще. Сейчас попробую приблизить. Посмотрите, какие цвета. Но нет, камера, она, конечно, не отображает. Тут нужно немножко их увеличивать, что ли, или как-то подкрашивать, чтобы показать настоящий цвет. Там какой-то вот персиковый, вот здесь персиково-рыжий. Но здесь на камере он бледновато смотрится. Вот здесь белые облачка. И, боже, как это красиво. Как это красиво. Здорово. Волшебство. Вон там далеко розовенькие, розово-голубые какие-то. Посмотрите, посмотрите. Блин, надо это сфоткать. Я не могу, я не знаю, как вам показать. Сейчас сфотографирую еще. Вау. Какие цвета. Я не знаю. Ну, короче, камера, она немножко не передает. Я ее постараюсь, подогнать по цветам в этом. При монтаже, короче, монтировать буду и покажу. Вот здесь, на самом деле, более ярко-розовый цвет. Вот здесь вот. Не знаю, как описать. Ну, короче, более ярко-розовый. Какое небо. Вау. Вау. Здесь персиковый. А еще нас настигла жара, поэтому мне очень часто приходится поливать свои растишки. И я, если честно, не успеваю даже выкашивать траву на огороде, которая в междурядье. Настолько быстро все растет при этой жаре. И воздух еще был достаточно таким тяжелым, влажным. И вся одежда при такой погоде прилипает к телу, становится неприятно. Поэтому я здесь надела сарафан свой хлопковый. В нем хоть как-то более-менее прохладненько. Но, к сожалению, он у меня выходной. Видите, он такого ярко-зеленого цвета, маркий очень. И я задумалась, может быть, мне приобрести подобный сарафан из льна или хлопка, более-менее какой-то нейтральный по цвету, чтобы он не сильно пачкался. Вот, но, наверное, на будущее я все-таки задумаюсь о такой одежде, потому что в ней в жару очень комфортно. Напишите, кстати, в комментариях, в какой одежде вы работаете по саду и огороду. Потому что вот у меня, например, есть комбинезон специальный садовый, но не всегда в нем комфортно. Иногда бывает очень жарко, поэтому вот приходится как-то изощряться. Слушайте, я тут вышла из дома кошек позвать домой, потому что очень жарко. Не знаю, где они шарятся, но, в общем, всех загнала, кроме Маси. Как всегда, Маську ищу. И слышу, в конце участка что-то грохочет. Думаю, что это? Это, оказывается, здесь трактор траву косит. Кто-то из местных. Вон, видите, за травой не видно. Вон туда поехал, в конец поля. Думаю, да что здесь происходит? А здесь вон что. Я здесь в конце участка, там, где вид красивый на поле открывается. Еще пришла посмотреть, как здесь моя, как ее, голубика. Ну, листочки у нее есть, но она что-то какая-то не собирается ни цвести, ничего. Может быть, разрастись ей нужно, может, пару надо ей посадить. Короче, не знаю. Еще мне нравится то, что вот здесь очень много хвойного опада под елями. Здесь, видите, конец участка, здесь у меня очень много елей. И я собираю здесь его для мульчирования клубники. Вот замульчировала я 3 кашпо с клубникой уже. Еще 4-й кашпо буду доставать, мульчировать. И, наверное, основную грядку с клубникой высокую тоже буду покрывать мульчой. А еще я смотрю, здесь кто-то копает землю. Возможно, это мои кошки, не уверена. Может быть, они сюда лазят, а может быть, кто-то из диких животных. Вполне вероятно, потому что я зимой здесь очень часто видела зайцев. Короче, я пошла домой, я уже вся покрылась испариной, даже вот в тени под елями. Очень жарко. Друзья, хочу вам показать вот мою концепцию с кашпо, с клубникой, что у меня получилось. Значит, старые пчелиные улья. Я выбила у них днище. Туда насыпала скошенной травы на дно и сверху землю. И сверху на землю я замульчировала
Вот как раз таки хвойным опадом. Здесь у меня в кашпо растут 3 сорта клубники. Кстати, со временем я хочу их покрасить. То есть это пока временный вариант, чтобы они красиво смотрелись. Я еще их покрашу, но это попозже. Значит, 3 сорта у меня клубники здесь теперь растет. Это у меня уже цветет купчиха. Я ее высадила в середине лета, поздно совсем, и она у меня только зацветает, поэтому. И даже собирается, кажется, плодоносить. Вон, смотрите, ягодки. Вот, а вот это вот сорт Митца Шиндлер. Он уже, представляете, дает ягоды. Я вижу, ягоды начали появляться, представляете, я слегка в удивлении. Но тоже я ее сажала в начале лета, видите, как она у меня уже разрослась. Тут нужно еще немножко подмульчировать, побольше добавить хвойного опада. Мне очень нравится, почему? Потому что здесь в хвойном опаде трава не так растет, скажем так. Она такая более мелкая, эта травка, ее легко убирать, вот видите, и не зарастает, короче, клубника при таком мульчировании. А вот это у меня сорт, как его, господи, Амалия, по-моему, да, тоже, вон, видите, травой зарос, но трава маленькая, и очень удобно при таком мульчировании держать клубнику. Вот такая у меня концепция. Где-то у меня стоит еще один пчелиный улей. Я посмотрю, он годится или нет для такой вот посадки, потому что некоторые пчелиные ульи сгнили настолько, что они даже для кашпо не годятся. Я их отвожу на свалку. Но вот пока у меня вот 3 стоят здесь. Вот, еще я вчера начала заниматься клубникой сорта Азия Альба высокой грядки. Значит, вот здесь вот она у меня растет. В прошлом году я сажала, в этом году она у меня плодоносила, давала плоды, очень вкусные ягоды крупные у нее. А вот здесь у меня росла клубника вот оттуда, сорт землеклубника Золушка. Я ее весной высадила сюда, потому что половина грядки была пустая, и хотелось мне посмотреть, как себя будет чувствовать этот сорт, который я пересадила с земли, короче. Но что хочу сказать, здесь я еще пленкой ее мульчировала. Под пленкой клубника, кстати, сохнет, и бесполезно ее покрывать пленкой. Почему? Потому что даже из вот тех отверстий, в которых растет клубника, да, трава все равно прет вот из этих отверстий, где растет клубника, да, да и тесно вообще очень сильно она разрастается, и тесно, короче, ей в пленке. В общем, я решила мульчировать клубнику хвойным опадом. Здесь, видите, еще земли нужно положить побольше, потому что уже земельки мало. Сегодня буду заниматься этим. Буду вот эти кустики, которые у меня здесь остались, рассаживать, чтобы им попросторнее было. Вот. И усы их рассажу. Вон, смотрите, Кнопа бесится. Вот. А вот эту землеклубнику, которая у меня здесь росла, я ее обратно высадила сюда, на свое законное место. Я ее здесь пытаюсь пропалывать. Раза 3 или 4 за лето я ее пропалывала. Но, как видите, бесполезно. Она все равно вся заросла травой. Но сейчас уже она отошла. Кстати, ягода уже все. Закончился сезон ягодный. Кнопа, что ты делаешь? Кнопа! Кнопа! Вот это что такое, Кнопа? Вообще-то я здесь клубнику собираюсь сажать. Ну, ты посмотри. Вот как только появляется возможность вот рыхленькой земли, да, Кноп? Смотрите, какая она сосредоточенная. Кноп, тебе не стыдно? Че, отвернулась, да? Тебе не стыдно? Вы посмотрите на эту дамочку. Вот они мне помогают удобрять и закапывать грядки. Смотрите, пожалуйста. Вот так вот с кошками вместе мы сажаем огород. Куда деваться? В общем, в этом году у меня появилось еще 4 сорта клубники. Я ее буду пробовать, тестировать, смотреть, какая нравится, какая нет. И, соответственно, ту, которая нравится очень, буду размножать потихоньку. И я думаю, со временем у меня появится еще больше грядок. Обо всех сортах клубники, как она растет, как я ее подкармливаю, как ухаживаю за ней, я подробно, конечно же, рассказываю в своем телеграм-канале. Деревенских хлопот, конечно же, у меня на участке много, однако я не сижу здесь все время. Я иногда выезжаю за пределы своей деревни, конечно же, и очень часто, например, бываю в райцентре. Туда очень часто я езжу за покупками, там более-менее я уже освоилась, однако есть места, которые я еще не знаю. И сегодня я вам покажу такие места, мы с вами немножко прогуляемся по райцентру. Друзья, гуляю по райцентру, и соседка мне подсказала, что можно зайти вот в это место. Это такое озеро, построенное искусственно, сделанное специально для маслозавода. Вот.
И здесь парк небольшой при нем. Набережный, парк сделали, так интересно. Вон там вот мостик, можно туда попасть. Здесь есть беседки в виде бочек, вот лавочки. Сейчас вот сюда спущусь, посмотрю к воде поближе. Так интересно. Вон там мостки какие-то. Тут целая дорожка вдоль озера. Интересно так. Сейчас посмотрю. Сегодня, кстати, опять приехала. Сети нету вообще. Поэтому я снимаю не в Телеграм кружочке, а на видео. Вот здесь так рыбой пахнет. Здесь, наверное, рыбаки, может быть, рыбу ловят. Вот. Вот такая история. Смотрите, как здорово. Красота. Интересно, да? Ну, обычное озеро, озером пахнет так. Я, как всегда, не взяла с собой штатив. Я, как истинный блогер, никогда не беру с собой штатив. Ну, за исключением редких случаев. А так бы я себя поснимала на этом мостике. Там кто-то стоит в конце. Красиво. Вода так искрится. Здесь кусты, главное, слева такие заросли, а там озеро. Оп. Там вон действительно кто-то ловит рыбу. Вон там рыбаки. А домики там стоят. Смотрите, мы прогулялись с вами до мостика. Ну, здесь красиво, конечно, вот тут. Здорово. Тут местные коты на мостике. Ой, ты боженьки. Эй, сумку увидел мою. Думает, что я ему что-то дам. Ну-ка. Привет тебе от моих пушистиков. Смотри, покажи мордочку немножко. Я тебе покажу. Ну, у него такие глаза желтые-желтые. На тени ее не видно. Вот, смотрите, у него какие желтые глаза. Кс-кс-кс. Подними морду. Ну-ка, моя тень. Вот, смотрите, ой, кот. Какой ты классный кот. Ну, такая тень от него. Покажи мордочку, покажи. Ой, какие глазки красивые. Ой, какой красивый. Ой, ой, ой. Красавчик. Ты прям кот-бегемот, да? Ты со мной идешь, да? Ты пойдешь со мной? Пойдем. Пойдем. По лестнице со мной поднимается. Ах ты умничка. Ты чей? У тебя, наверное, дом здесь есть свой. Да, кот? Или ты кошечка? Мне кажется, это кошечка. Это девочка, наверное. Судя по строению, это девочка. Так, ну, в общем, я иду дальше. Здесь такая красивая, как это сказать, парк небольшой или сквер, может быть, это можно назвать, да? Вон там вот беседка, можно посидеть. Ну, интересно, памятники какие-то тут. А вот здесь есть спуск к почте, по-моему, мне сказали. Почта-то она где? Может быть, там? Кот, проводи меня до почты, пожалуйста. Мне нужна почта, кот. Да. Что это такое? Что это? Что это? Ну что это? Зачем ты так делаешь? Ой, ты боженький, ой, ты боженький. Все, я пошла. Пока. Не надо со мной ходить. Нет, он со мной все равно бежит. Странный такой, все равно со мной идет. Сейчас прогуляюсь здесь. Вот так вот. Ух ты, какая интересная дорожка, да? Красота. Вон там тоже беседки стоят. Вон там. Здорово. Этот идет со мной, продолжает. Представляете? Слушай, ну мне 6 хватит уже. Кот. Или киса, кто это? Мне уже хватит 6. Еще один черный, блин. Хоть один бы рыжий прицепился. Все черные. Вот здесь такое интересное декоративное дерево. На нем висит объявление, что типа не трогайте, не залезайте. Администрация, штраф 5000. Ну, прикольная инсталляция. Вот там дорожка такая интересная ходит в частный сектор, видимо, там, где люди живут. Такая ровненькая, хороший тротуарчик, огороды тут у всех. И рядом городской парк. Такой экспириенс интересный. Вот за забором здесь вот курочки клохочут. Здесь тоже вот какая-то зона отдыха, можно сказать. Сейчас посмотрим, что здесь.
Здесь вот какие-то такие лежаки. Вот здесь можно сидеть, любоваться на виды. И что-то типа пляжа. Можно загорать, я так полагаю. Ну, предположительно, это зона для купания. Но на самом деле... Нет, вы посмотрите, он все-таки за мной идет. Он мяучит и бежит за мной. Кот, у меня ничего нет поесть для тебя. Вот ведь. Ну чего ты опять пришел ко мне? Ну что такое? Ну у меня и так 6. Такое вот озеро. Вон там. Вон на том мостике я была только что вот. Прикольно здесь. Кто-то траву косит вон там. Я и кот, мы идем на почту забирать посылку. Кот, ты мне покажешь дорогу на почту? Пошли? Ты местный, ты все знаешь. Пойдем. Отлично. Здесь еще какой-то мостик. Сейчас посмотрим, что здесь. Здесь так интересно. Здесь, короче, огороды. Вот с левой стороны. Чей-то частный сектор. Картошка растет. Малина. Вишня. И вот здесь такой вот городской парк открывается. Вау, вау, вау. Этот продолжает идти за мной. Нет, вы посмотрите на него. Так. Сейчас посмотрим, что здесь. Что здесь? Здесь грязно, конечно, купаться нельзя точно. А, это чей-то огород, смотрите. Здесь так построена беседка. Так прикольно. Лавочка рядом стоит. Чеснок растет. Так здорово, да? Какой-то волшебный сад. Этот бежит за мной, мяучит. Вы представляете? Ой, я не могу. Вот здесь очень красиво. Вот здесь надо сфотографировать сейчас. Здесь дорожка, мостки, и вдоль озера она идет. Так классно. Но я думаю, сейчас выйду к почте-то все-таки. Так, я думала, что она выйдет туда, но туда, видимо, не получается выйти. Нужно идти здесь. Такой экспириенс. Ну, красиво здесь, конечно. Можно прогуляться, отдохнуть. Я не знала, что здесь такое есть. Это мне соседка сейчас вот подсказала. Мы с ней приехали в райцентр, она на работу, я в магазин и на почту. Здесь какой-то такой бережок. И течет ручеек. Вот течет вот такой ручеек. Что это, я не знаю, канавка. Ну, все грязное, конечно же. А вон там лестница, выход в город, видимо. Как раз на почту выйду. Здорово. Так, друзья, делаю обзор покупок. Что я сегодня купила в райцентре. Смотрите, какой у меня букетик. Радует меня мои подсолнушки. Так, ну давайте посмотрим. Значит, я зашла в Магнит Косметик в райцентре. Купила себе вот такой вот ободок. Мягкий он такой вот, тканевый. Очень мне он понравился, я его померила, прям очень хорошо так на голове держится и не жмет голову. У меня ободки такие очень тугие, жмут, и голова от них болит, если долго носить. А это прям классненький, мягенький такой. И цвет мне понравился, цвет мой. Цвет прям... Смотрите, под подсолнухи очень подходит, красиво. Что я купила еще из женских штучек, я вам покажу. Вот это тоже Магнит Косметик. Резиночка такая вот, она имитация под кожу. То есть ее можно мыть, если она будет грязной, то можно просто протереть тряпочкой и все. Очень актуально для деревенской среды, я считаю. И цвет мой бежевый очень нравится. Я очень часто хвостики заделываю вот здесь, когда по саду, по огороду работаю. У меня есть тканевая резинка, она уже вся в затяжках и грязная, в волосах. Вот это, мне кажется, будет очень хорошо. Так, также я в Магнит Косметик нашла большой выбор корейской косметики. Кстати, на минуточку, к нам все больше и больше ее завозят. Это крем для рук. Я решила его попробовать. У меня есть крем для рук, но этот с манго и корейский я решила взять. Он, по-моему, недорогой, 170 рублей, что ли, я уже не помню. Кимину какой-то. Это не реклама, если что. Это я показываю, что я купила. Так, что еще? Также я купила масочку. Сегодня или завтра буду топить баню. И вот коллагеновая маска. Я всегда после бани на кожу делаю маски, потому что кожа сухая.
Также я купила вот такую вот хну. Она вместе с маслами идет. Масло органы, репейника, карите. То есть она такая классная, в жидком состоянии сразу продается. Ее наносишь на волосы, не надо разводить. И масла, которые в составе этой хны, они очень хорошо питают волосы. Мне очень нравятся волосы потом подкрашенные и очень-очень такие мягкие. У нас здесь жесткая вода, поэтому маска с маслами, точнее не маска, а краска с маслами очень актуальна. Особенно для моих сухих волос. Я постоянно ее, кстати, беру. Раньше я подкрашивала, знаете, такими обычными химическими красками, но сейчас решила лечить свои волосы. Они у меня, кстати, до сих пор не отросли от химических красок. Вот, поэтому лечу. Также я в Магнит Косметик обнаружила вот такие вот две интересные корейские штучки. Это коллаген питьевой, какой-то с витамином С, Рекси, и с пептидами, да, еще лимонный вкус, лимонный и, видимо, баблгам, может быть, какой-нибудь вкус. Вообще, я очень часто вижу в корейских дорамах, как они там вот из таких пакетиков пьют коллаген. И я сразу, как увидела на кассе Магнит Косметик, думаю, боже, боже, надо купить. Раньше такое можно было купить только на маркетплейсах. Теперь в Магнит Косметик, кстати, со скидкой можно купить. По-моему, рублей 71 пакетик стоит. Еще я взяла корейскую, корейский шампунь с пробиотиками. Не знаю, что за шампунь, но написано, что он как бы помогает цвет. Короче, если вы покрасили волосы, он помогает укреплять цвет. Вот такой вот интересный шампунь. Вот еще, кстати, купила освежитель воздуха. Он такой вот в виде прыскалки, очень удобная у него бутылочка. В общем, мне очень нравится им пользоваться. Это приятный запах, пахнет персиком, манго, что-то такое тропическое. И периодически там, где кошачий туалет, я брызгаю им, чтобы не сильно пахло. Но сейчас, кстати, с автоматическим молотком будет полегче. Вот, но хороший освежитель для туалета, для ванны. Вот я его беру тоже в Магнит Косметик. Так, дальше идут у нас продукты. Так, у меня тут наполовину продукты из Пятерочки, Магнита, и даже я зашла в Чижик на этот раз. Вот это вот, кстати, печенье деревенское, кофе мне очень нравится, купила в местном магазине. И из него я буду делать подложку для чизкейка. Я вам уже давала рецепт этого чизкейка. Очень вкусное печенье, оно такое солоновато-сладковатое. Постоянно его беру. Вот такая упаковка. Здесь, по-моему, килограмм 200 рублей, что ли. Так, ну и, конечно же, для чизкейка я взяла желатин. Желатина взяла побольше. Это в Магните я брала. Очень давно я не ела вот такого зерненого творога с конфитюром, да, с малиновым. Когда жила в городе, я постоянно покупала такие упаковки, ела творог. И вот что-то мне взгрустнулось, я решила тоже его купить. 100 лет такой не ела творог. Взяла также колбаски какой-то пражской. Не знаю, насколько она вкусная. Ну, так, чисто на бутерброды перекусить. Так, также я взяла Индилайт, индеечку. Вот такой вот беру все время стейки. Взяла попробовать еще Твикс, соленая карамель. Ни разу не пробовала, какая-то новинка. Я, кстати, всех вот этих новых штучек здесь не вижу. Живу в деревне, вообще не вижу вот этих ништяков каких-то. Когда езжу в райцентр, постоянно покупаю там все вот это вот. Вот еще, это, конечно, не продукты, но я купила себе зубную пасту без фтора биокальций, которая восстанавливает эмаль. Вот, и очень часто ее беру, мне она очень понравилась. Действительно, зубы белее потом от нее, и эмаль восстанавливает. Также взяла лимонную кислоту, большой пакет, потому что у нас постоянно, у нас здесь местный магазин деревенский, продают маленькие пакетики по 5 рублей, постоянно их приходится покупать. Вот, взяла большой пакет на всякий случай, потому что я постоянно чищу чайник от нашей жесткой воды. Также в Магните взяла сыр сливочный, творожный, вот такую большую упаковку, 380 грамм. Из него я буду делать чизкейк с малиной или с черной смородиной. Сделаю чизкейк, мне понравился в прошлый раз. Также я взяла грецких орешков немножко в Пятерочке, вот именно в такой скорлупе, потому что, мне кажется, химикатами, когда обрабатывают чищенные орехи, не очень хорошо, а в скорлупе вроде бы как безопасно. Очень хочу испечь шарлотку с яблоками и орехами. У меня уже, кстати, пошли яблоки ранние. И настолько много урожая, что еще одна ветка обломилась, и на ней очень много яблок пропадает. Поэтому я сейчас буду печь шарлотки. Но почему-то мне шарлотку с грецким орешком захотелось. Вот.
кофе, такие быстрорастворимые. У нас, кстати, здесь в деревенском магазине такого не продают, поэтому я беру в всяких пятерочках, магнитах такой кофе. Также взяла пшеничную муку Макфа. 1 килограмм. У нас здесь продается совсем другая мука. Макфа здесь не продают, поэтому я беру ее в райцентре. Также я зашла в Чижик. В Чижике был дешевый шоколад Ritter Sport с лесными орехами. По-моему, 170 рублей, что ли, он стоил, или 160. Очень хорошая цена. Еще я взяла для интереса попробовать вот такие вот макарошки. Они, короче, без яиц. Сейчас вот покажу. Вот они, короче, без яиц, без добавления яиц, с томатами и шпинатом. Вот такие вот интересные фигурные кораблики, там какие-то всякие эти морские животные. Вот. Я думаю, что очень вкусно будет. Я в городе, кстати, когда жила, очень часто покупала всякие макароны, там типа со шпинатом, без глютена. Вот такие я очень любила. На этот раз я нашла такие в Чижике. По-моему, они 160 рублей, что ли, стоят. Я уже не помню. Вот здесь, наверное, у меня есть чек. Сейчас посмотрю. 140 рублей они стоили. И также я в Чижике, знаете, что нашла? Смотрите, какая красота. Это подносик. Имитация из плетеной лозы. Я постоянно выношу на веранду там кофе, какие-нибудь печеньки, что-нибудь поесть. Все время это таскаю по 1-2 штуки в руках неудобно, а вот с таким подносиком очень удобно будет выносить всякую еду на веранду и кушать из него. Вот смотрите, как такой круглый, небольшой и с ручками, что очень удобно. Вот. То у меня такой большой уже грязный поднос, не очень удобно его носить. Стоит он на минуточку 500 рублей, но для такой атмосферной штуки, для деревни это классно, считаю. Смотрите, как хорошо сочетается с подсолнухами. Вот. Я очень довольна сегодняшней поездкой в райцентр. Забрала, кстати, посылку. Тот самый злосчастный Тен, который я из Москвы заказала, он ко мне пришел только через 3 недели. На минуточку, я бы месяц ждала, пока у меня появится горячая вода. Поэтому с Озона я заказала Тен в 2 раза дороже, а этот будет запасной. Вот. Ну и поделюсь с вами заодно уж и рецептом малинового чизкейка, который мне очень понравился. Этот чизкейк не надо выпекать, его готовить достаточно быстро. Сейчас я вам все покажу. Значит, я высыпаю песочное печенье в емкость, в которой буду готовить чизкейк. Толкую его толкушкой до крошки вот так вот очень меленько, чтобы прям песок получился. Затем туда выливаю растопленное масло сливочное и все аккуратненько перемешиваю. До однородной массы должна получиться такая однородная масса. Это будет подложка для нашего чизкейка. Затем я вот эту массу всю прижимаю ложечкой вот так вот аккуратно и делаю из этой массы бортики. То есть, ну, вот такой вот небольшой корж получается, да, из этой однородной массы. Затем блендером я взбиваю сливочный сыр со сливками или можно с жирным молоком его взбить. Добавляю туда немножко малинки, также добавляю туда сахарной пудры. А также добавляю туда уже заранее разведенный в теплой воде желатин. И выливаю всю эту массу на вот этот наш корж из печенья с маслом. Вот такая вот конструкция у меня получилась. Все это я ставлю в холодильник на несколько часов. И давайте сейчас с вами проверим, что же у меня получилось. В общем-то, получается достаточно вкусный и полезный десерт. Его, конечно, лучше делать в специальной такой форме, где бортики снимаются, но я сделала в том, что у меня было. Можно также делать в стаканах его и так далее. Сейчас вот я попробую разрезать его красивенько и вам показать. Вот, я здесь его аккуратно разрезала. Вот видите, в разрезе очень красиво он смотрится. Украсила его малинкой. Очень люблю этот десерт. Его также можно готовить и с другими ягодами. Черная смородина, клубника. Попробуйте обязательно. Пальчики оближешь. И не нужно стоять за плитой и возле духовки в жару. А вот в каких весовых граммовках добавлять все ингредиенты, я подробно, конечно же, рассказываю в своем телеграм-канале. Проходите, подписывайтесь. У меня очень полезный телеграм-канал. Обязательно подпишитесь. Ну вот, пожалуй, на сегодня все, друзья. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!